Почему ты так рано вернулся, Нуру? Не клюет сегодня совсем. Плохой ты рыбак. О чем ты пишешь, дедушка Аббас? Пишу рассказы для детей. Опять, наверное, о принцах и принцессах. Нет, времена принцев и принцесс прошли, Нуру. Это будет рассказ о счастье. Счастье? Что такое счастье? Счастье – это твоя улыбка, милый мальчик. Улыбка твоей матери, отца. Алмазный свет в глазах твоих братьев. Это звонкий смех, мир. Любовь под кровом твоим, в хижине твоего друга, мир на земле. Вот что такое счастье. А где и как можно найти это твое счастье? Где? Да, где? Вот послушай мой рассказ о Черной горе, и ты узнаешь. Когда-то в нашем лесу было много диких слонов. Они жили большим стадом, которое напоминало дружную семью. Вместе паслись в лесу, вместе ходили на водопой, вместе защищались от врагов. И жил среди них черный, как ночь, и огромный, как гора, слон. Такой большой, что все так и звали его – Черная гора. И была у него жена с большими-пребольшими ушами, такими большими, что ее прозвали Большие уши. И был у них сын, славный такой малыш, кругленький, пухленький, совсем как игрушечный. И не было на свете отца более гордого своим сыном, чем Черная гора, и более любящей матери, чем Большие уши.
вот такого славного малыша родители назвали Грозовой тучей. Но не потому, конечно, что он был хмурым или грозным. Нет, он был добрым слоненком. А потому что звонкий голос его чем-то напоминал раскаты грома. А во всем остальном слоненок был просто прелестным. И тем не менее, и сильные голубые быки, нильгау, а иногда и лохматые медведи-губачи побаивались его. Вот он, медведь-губач, большой любитель термитов. Много разных зверей и птиц жило по соседству со слонами. И среди них целое племя обезьян. Они вели в джунглях кочевую жизнь, путешествуя по вершинам деревьев. Эти веселые озорные зверьки почти все время проводили в играх, забавах. И этим очень привлекали к себе слоненка.
недалеко от того места, где обычно паслись слоны, жила большая черная кошка. Злая, свирепая кошка. Слоны называли ее черной ведьмой. Но, если говорить серьезно, это была не ведьма, а самая обыкновенная черная пантера. Однажды, гуляя по лесу, грозовая туча случайно увидел ее. И с тех пор он надолго запомнил, что в джунглях живут не только миролюбивые существа, но и сильные коварные хищники, которых всегда надо опасаться. Как бы далеко слоны не углублялись в лес, они всегда приходили к реке для того, чтобы принять прохладную ванну и смыть с себя пыль и грязь. Слоны с наслаждением утоляли жажду, а потом подолгу купались и плескались в реке. Для грозовой тучи, как и для всех маленьких слонят, время, проведенное на реке, было лучшим временем в его жизни. Хотя даже здесь слонов иной раз подстерегали разные неожиданности.
Быстро пробежали дни, месяцы, годы. И, как всегда это бывает, никто вокруг не заметил, как вырос грозовая туча и превратился в стройного молодого слона, у которого появились даже маленькие клыки. Узнаете? Это он и есть. Ну, а для своих родителей он по-прежнему остался шаловливым малышом. Да, грозовая туча возмужал, и теперь он стал предметом внимания многих подруг его безмятежного детства. Справедливость требует признать, что если грозовая туча и отдавал предпочтение кому-то из молодых подруг, то это только Джуджу, дочери друга отца. Сам, не зная почему, он испытывал от общения с ней какую-то безотчетную радость. Грозовая туча был горд и самолюбив. Все в стаде знали, что он никому не спускал ни малейшей шутки над ним и самой маленькой обиды. Но Джуджу он прощал все. И все потому, что был счастлив так же, как были счастливы Черная гора и Большие уши, как другие слоны, потому что мир вокруг был прекрасен, и казалось, что ничто не могло омрачить светлой радости их существования. Но, конечно, это только казалось.
Много горьких минут было в жизни слонов. Они вызывались тысячами причин. Однако чаще всего все эти беды, все эти горести, как бы тяжелые они ни были, касались отдельных слонов. Они не распространялись на все стадо. Но вот пришла беда, ужасная беда. В джунглях началась засуха. Здесь было озеро. Безжалостное солнце иссушило его и превратило в знойную пустыню. С трудом, с величайшим трудом слоны старались добыть спасительную влагу. Нет в жизни более тяжких испытаний, чем голод и жажда. Они могут довести до отчаяния. Сильные слоны выдерживают испытания, а вот слабые погибают, или, что еще хуже, поддаются безумию. Безумию? Да, Нуру. Когда засуха длится долго, слоны часто заболевают этой ужасной болезнью. Они приходят в такое бешенство, что сокрушают все, что попадается им на глаза. Убивают животных, с яростью набрасываются на людей. Черная гора пережил это ужасное время и спас свою семью. Но вот один из самых кротких слонов в стаде, которого звали Длинные Бивни, внезапно превратился в такого безумца. Это случилось с ним в то время, когда в деревне был праздник.
Бешеный слон! Бешеный слон! Спасайтесь! Бешеный слон! Бешеный слон!
ನನ್ ಕಂದ ಅಯ್ಯೋ ಕಂದ ಕೆಂಪಿ ಕೆಂಪ ಕೆಂಪಿ ಅಯ್ಯೋ ಕಂದ Да, это было горе. Настоящее горе. Но горе не только для матери, потерявшей дочь, а для всей деревни, для всех крестьян. Люди не могли оставить безнаказанной смерть своих близких, примириться с разорением жилищ и всеми злодеяниями, совершенными диким бешеным зверем. Они убили его дедушку? Да, люди решили уничтожить убийцу. Но вместе с тем устроить и облаву на всех других диких слонов. Поэтому начали готовиться к кеде. А что такое кеда? Охотники шумом и криком выгоняют слонов из джунглей. И те, как мыши, попадают в гигантскую мышеловку. Поэтому прежде чем отправиться на охоту, люди строят западню для слонов. ए, इधर लाओ, इधर, अरे इधर लाओ, कस के बांधो। अरे क्या कर रहे हो कस के बांधो समझ के देखो मजबूत है ठीक है इस बल्ली को उधर लो इसको भी देख लो Крепче. Крепче привязывайте. देखने में मामूली है लेकिन Техника простая, но должна действовать безотказно. कसो, कसो। बिल्कुल Все готово. काटो। Рубите канат. ठीक, बिल्कुल ठीक। Великолепно. Действует отлично. यहाँ का शुरू कर देंगे। Ни один бандит не ускользнет из этой चलो, мышеловки. नदी की तरफ चलते हैं, देखें क्या काम हो रहा है। अब देखो। यस सर बैठो। अब जरा नक्शे की तरफ ध्यान दो। Будем действовать ये रहा так. वो Смотрите डेरा। сюда. जी हाँ। Вот наш और кораль. ये रही वो नदी। Здесь река. हैं? А вот हाथियों का где-нибудь झुंड тут यहाँ कहीं होगा। находится стадо слонов. Мы обойдем его вот так и погоним यहाँ से слонов आते हुए नदी к पार западне. करके इस घेरे में आएंगे। यहाँ। Ясно?
Живей, живей, закрепляйте ворота. Бешеный слон, бешеный слон. Где? Там. Скорей, скорей, он ломает кораль. Сэр, там бешеный слон. Sir, Он мертв. he is dead. Он слишком много наделал бед. Свет внезапно померк, и жизнь Черной горы погрузилась в темную глубокую ночь. Он стал узником. Плен, каторга, рабство, даже все эти три ужасных слова, взятые вместе, не смогли бы выразить того страдания, которое испытывал Черная гора, когда потерял свободу. Рядом с ним были привязаны другие слоны его стада. Вдали стоял острый глаз, немного подальше толстые ноги и серая спина. Не было только верной подруги Черной горы, их любимого сына и еще нескольких слонов, которым удалось избежать плена. Не все слоны смогли смириться с пленом. Однако напрасно они мучили себя. Проклятые веревки больно врезались в тело, душили шею. Слоны ужасно страдали от этого, но еще больше страдали от того, что лишились свободы. Всей душой Черная гора возненавидел людей. Возненавидел за то, что они сделали его пленником, жалким рабом, за то, что они лишили его единственного сына, жены, увели его из родного леса. Сундри! Эй, красавица! На, полакомись сладким тростничком. Эй, Дано, кенна खाएगा? А ты, гора, хочешь? Ты ел когда-нибудь сахарный тростник? На, попробуй, попробуй. Да не хмурься ты, ешь. Hey, Manu. Ведь он вкусный. Осторожней, Ману. अरे, Не बहुत подходи खतरनाक к нему है। близко. हटो, हटो, दूर काटो। ओहो। Возьми हटो, лучше हटो, हटो। сестренку и लो, пойди с ней домой. मुन्नी को लो और घर चले जाओ, संभल के जाना है। ले पी,
तू तो झक मार Ты कर выпьешь, выпьешь, приятель, जब तेरे दिमाग когда की жажда ठंडी हो जाएगी, подточит тебе तो तू खुद мозг. पिएगा। बड़े-बड़े हाथी Еще देखे, не было लेकिन упрямца, तेरा который ऐसा бы не हाथी नहीं। покорился нам. Потекли тягучие дни подневольного труда, смертельной тоски, постоянных страданий. Понукаемые погонщиками, слоны, как рабы, шли на тяжелую адскую работу. Только гордый и свободолюбивый Черная гора никак не мог вынести унижений и наотрез отказывался подчиниться людям. तेरा हाथी गिर रहा भाई, संभाल इसको। अगर भाई जल्दी अकल तेरा हाथी आगे मत 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 आने दे भाई शाबाश मत 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 चल शाबाश शाबाश चल शाबाश शाबाश बेटा चलो भाई झुक लगे, झुक लगे। आराम भाई आराम मत मत हाथी का बच्चा छोड़ा क्या? बच्चे को ले गया ना? संभल के Взять, взять. Прямишься? Ты будешь работать? Будешь? Я тебя научу. Я тебя научу уму-разуму. Взять, взять. Получай. Получай. Изверг. सुनता नहीं, तेरे से बड़े-बड़े को सीधा कर दिया। हुजूर Все упрямится и измучил он меня. Прямо сил нет. Первый раз встречаю такую упрямую скотину. Неужели ни разу не поднял бревна? Попробуй еще раз. А если снова не будет работать, мы покончим с ним раз и навсегда. Пробовал 1000 раз. Отказывается наотрез, что я только не делал. Не работает, да и только. Тогда привяжи его покрепче, не давай ему ни есть, ни пить. Понял? Понял. अच्छा सर, अच्छा। Быстрее, быстрее. बेकार बैठा रहता है कोई काम नहीं Времени у нас мало. शर्म नहीं आती तुझे Нет, с этим черным дьяволом надо покончить. Не работает? Никак, все испробовали. Решайте сами. Толку от такого упрямца действительно будет мало. Хоть клыки от него останутся. सरकारी काम है हाँ समझे ओके सर। अरे फिर तो Осторожнее, осторожнее. क्यों नहीं काम करता है भाई क्यों नहीं काम करता है निकम्मा देखना मन्नू, संभाल के। Тихо, стой здесь. तुम इधर ही ठहरना, अभी मैं आया। Я сейчас приду. मैं यहीं रहता हूँ. तू जा. Я подожду.
ले पानी पी Видишь, что बहुत я अच्छा पानी принес? है अरे А? पी ले Ты बहुत только अच्छा पानी है। взгляни. अरे पी, ठंडा Видишь? पानी है। अरे Какая ठंडा хорошая पानी है। водичка. अरे पी ले ना Сладкая, कोई आ прохладная. जाएगा तो नहीं पी सकेगा Ну, पी, अरे पी ले пей शर्म скорее. मत कर बहुत अच्छा Ну पानी почему है। ты не пьешь? अरे पीता क्यों नहीं है Выпей, क्या नहीं है? выпей. अरे Прошу पी, тебя. बहुत अच्छा पानी है Тебе же будет पी ले, лучше. बहुत अच्छा पानी ठंडा पानी ले ले Ведь хочешь, Да, правда это конечно. хочешь? Пей, пей. पीता क्यों नहीं है Ну, अरे पी ना बहुत अच्छा पानी ну है прошу अरे पी, тебя, пей. बहुत अच्छा पानी अरे शर्म О, मत какая कर, сладкая नहीं तो вода. रह जाएगा Прохладная. Пей, пей. Прочь отсюда, लेकिन सुनते नहीं негодный мальчишка. चलो यहाँ से करिए Прочь. ले जाओ यहाँ से А ты что смотришь? लाड बात Я сказал не давать ему ничего. Увези сейчас же ведро. भूखा नहीं मरेगा किसी काबू И не давай ему ни глотка, пока не покорится. और उठाओ Дьявол, настоящий дьявол. संभाल के हाथ लगाओ तुम भी और आगे खोलो और आगे खोलो शाबाश शाबाश और आगे खोलो संभाल के बस बस उधर खोलो ले उठा Ну, возьми, और ऊपर возьми. ऊपर कर Крепче, крепче сожми. और ऊपर Вот так. ऊपर, और Теперь ऊपर। подними выше, हाँ, выше. Вот. ले तेरा इतना। Молодец. На, возьми. Вкусно? शाबाश 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 Молодец, молодец. Теперь еще. ले Ну, возьми, возьми. Ну что ты не берешь? Ну прошу тебя. ले एक दूसरी बार Возьми. और ऊपर, Вот. और ऊपर Поднимай, ऊपर, поднимай, और ऊपर, выше, और ऊपर, выше, और еще ऊपर, выше. और ऊपर। Вот, молодец. हाँ, शाबाश नीचे रख Вот, заслужил ты. ले दूसरी बार Заслужил свое лакомство. ले Ну, खा ले возьми. हाँ, शाबाश शाबाश Молодец, शाबाश शाबाश молодец, शाबाश। молодец ты у меня. Ну, повторим еще раз. और взять. ऊपर, और ऊपर Выше, और ऊपर कर, выше, और ऊपर कर। выше. हाँ, Вот और так. ऊपर। हाँ, Молодец. नीचे रख। हाँ, ले Молодец, हाँ, получай. हाँ, ले शाबाश Молодец, शाबाश молодец. शाबाश Давно бы так. А то измучил ты меня. дры 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 мат 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 Молодец, Ману. Отлично. शाबाश Ваш сын показывает чудеса дрессировки. बड़ा बहादुर मालूम होता है इसने इतने बड़े जानवर को काबू Вы में कर всегда रखा были добры к нему. Но дело здесь, мне кажется, не в способностях мальчика, а скорее в силе дружеских чувств, которые он питает к этому черному гиганту. जीता जा सकता है ये तो जानवर है Доброта и любовь никогда еще не были в тягость. देखो कितना अच्छा लगता है बैठा Вот вам результат, поглядите. Смелый мальчик. Работает превосходно. मनु Слышишь, Ману? शाबाश 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 ड्री 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 मत 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 मेरी ले लो मम्मू मम्मू ले लो आ बा 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 शशि हाँ मनु कहाँ है पता नहीं Где Ману? अपने दोस्त के साथ कहीं जंगल में Наверное, опять где-нибудь со своим слоном. देखो तो मम्मी क्या कर Все больше и больше крепла дружба Ману с Черной горой. Целыми днями он не разлучался со своим новым другом.
все слоны после работы отправлялись на пастбище, а Черная гора и тогда не оставлял мальчика, которого полюбил всей душой. Он относился к сыну человека с такой же нежностью, как к собственному сыну. И Ману чувствовал это. И старался, всячески старался облегчить печальную судьбу Черной горы.
мой дорогой, видишь, как у нас все идет хорошо. Ты спас мою жизнь, а я твою. Да иначе не может быть между друзьями. Ну а что касается работы, то тут уж, дружище, мы вместе должны трудиться. И кто знает, может быть, я когда-нибудь стану старшим погонщиком или даже офицером лесничества. А потом, может быть, даже Магараджи. Да-да, Магараджи. И тогда мы будем жить с тобой во дворце. Здравствуй, мамочка, здравствуй, папочка, скажу я своей маме и своему папе, когда они придут навестить нас во дворец. Приветствую тебя, моя дорогая сестренка, крикну я своей сестре и сделаю вот такой царственный жест. Так мечтал деревенский мальчик Ману, потому что он был горд и счастлив, и всей душой полюбил могучего слона, ставшего его верным другом. मामूजान, और फिर क्या हुआ? हाथियों की कहानी कैसे खत्म Чем हुई? кончилась эта история? Что произошло с Черной горой? По-разному могла сложиться жизнь Черной горы. Может быть, со временем он примирился бы с своей судьбой, как другие слоны, и навсегда остался бы среди людей, хотя вся его природа протестовала против рабства, मामूजान, काला पर्वत से против भागने की насилия. कोशिश नहीं की? Дедушка, а он хоть раз пытался бежать? Он отдал бы все ради свободы, если бы в его жизнь не вошла любовь к Ману. Слон не только подружился с мальчиком, но и привязался к нему настолько, словно Ману был его родным сыном. И тем не менее, несмотря на горячую любовь к мальчику, он дни и ночи тосковал по родной семье, по родному лесу. А что же произошло дальше? А дальше произошло самое неожиданное. अरे देखो देखो ये क्या हो रहा है? हाँ? ऐसा तो कभी Смотри, नहीं हुआ смотри, जैसे। हाँ? что происходит? सब जानवर भाग रहे हैं, जरूर शैतान ने डराया होगा। किसी ने Никогда не डराया видел ничего подобного. Кто их так напугал? Леший должно быть. होगा। अरे देख, सब जानवर भाग रहे हैं। Похоже, они все с ума अरे इधर сошли. देख, इधर भी, यहाँ भी, सब के гляди, सब भाग гляди. रहे हैं। Олени. हाँ। पागल हाथी, अरे इधर भी आ रहे, पागल हाथी भागो! Да это бешеный слон! Бешеный слон! Бежим скорее! अरे पागल हाथी जंगल में! Бешеный слон! जंगल में! पागल हाथी! पागल हाथी भागो! अरे भागो रे! अरे पागल हाथी!
Спасайтесь, спасайтесь, бешеный слон! Прочь, прочь отсюда, проклятый! Беда, беда! Бешеный слон убил Прокаша. Бешеный слон! Бешеный слон! Он убил сейчас Прокаша! शशि मेरी बंदूक Mano! 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 Bachao! Ma! 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 Дрожь прошла по телу Черной горы. Сомнения исчезли. Это был его сын, родной сын. Никто из слонов не мог трубить так звучно, так громко, как грозовая туча. Неужели он заболел этой ужасной болезнью? Если вовремя не остановить его, люди не простят того, что может совершить его больной мозг. Они снова придут в джунгли со своим страшным огнем. Грозовая туча должен быть остановлен во что бы то ни стало. А если он будет упорствовать, он может быть убит. Убит? Сын убит? Нет, нет. При одной мысли об этом сердце содрогается от боли. И вот отец и сын идут навстречу друг другу. Не узнал родного отца, потерял память. Только ненависть наполняет его мозг, только слепое желание убивать.
сын погиб. Перед смертью он на какое-то мгновение пришел в себя. Пелена спала с его затуманенного рассудка, и он увидел своего отца. Но он никогда не узнал того, что его убил родной отец, так как в глазах Черной горы не было ни гнева, ни ненависти, а только любовь и безграничная нежность. Горе, огромное горе обрушилось на отца. И когда сердце сына перестало биться, он простонал: «Прости меня, мой сын, мой любимый сын. Я не тебя хотел убить, а безумие, вселившееся в тебя, безумие, угрожавшее миру и счастью в джунглях». मानो इसकी बेड़ियां खोल दो, Поди, इसको आजाद कर दो. сними с него цепь. जा मेरे दोस्त. Прощай. Прощай, мой друг.